Неглупые люди говорят, карате бездуховно. Задайтесь вопросом, возможно ли карате-до, айкидо, дзюдо вне дзена. Что останется от них без дзена? Сухое древо с такими же корнями. Мастер хора. Вот, я недавно взял и подписался на каратиста, который 30 лет занимается карате и смеется над всеми теми, которые вот бесконтактниками, что они себя представляют, ничего не представляют о реальности и так далее, и так далее. Вот. Хотя я тогда написал еще, что это технология тренинга, а реальные действия, обучение этим действиям, они не проходят в стиле карате, они выглядят совершенно иначе. К сожалению, здесь нет тех ребят, ну так случилось, которые были в начале 90-х у меня. У меня было одно правило. Ты не должен играть в удар, ты должен убить. Вы понимаете, убить – это совершенно другая психология. Ты должен убить. То есть приходилось человека изнутри доставать вот это состояние его, слово, связанное с телом, с его психикой и так далее, и так далее. Для чего я это делал? То есть оппонент начинал слышать, понимаете, слышать, чувствовать. Двигается убийца. Не спортсмен, это человек, который будет убивать. Вот. Профессиональный человек, его прочитать невозможно, он пройдет, вы ничего не поймете. Он как тень будет скользить. Вот такая была ситуация. Но это был еще Советский Союз. Еще такой большой разобщенности не было, и я приехал в достаточно интернациональный город. Я выехал из интернационального города, вот, где начался национальный тарарам, и оказался в интернациональном пространстве. У меня были люди разных национальностей. То есть именно ставился вопрос так: ты должен убить. Если ты этого не можешь сделать, тогда сядь, это не твой тренинг. Смотри, как это могут делать другие, постепенно привыкай к этому. Как только психика человека уже погружалась в это состояние, вот, то есть он из одной человеческой реальности переходил в другую человеческую, жестокую реальность и приучался контролировать себя. Я не нанес ни одной травмы, никому. Вытворял с ними, мне сложно даже передать, что с ними вытворял. Понимаете, ни один из них не сломался. Они меня тренировались на бетонном полу, они меня тренировались на деревянном полу. То есть вот того удовольствия, которое есть в залах, у нас не было. Все происходило как в реальном мире. Бетон, асфальт и все остальное. Научались падать на бетонном полу, получали там и ни одной травмы. Я вел занятия и ни одной травмы. Я пользовался палкой по полной программе и ни одного синяка. Значит, они были все погружены в транс, и их тело воспринимало совсем иначе. О чем я говорю? И вот этот каратист, который правильно критикует все вот эти непонятные направления, которые называются «это наш национальный стиль». Вот. Он критикует все это, он говорит за карате, за реальность карате, вот. Или, по крайней мере, близкой к реальности карате. И вдруг поворачивается и говорит: а там духовности никакой нету. Какая духовность? Там прикладные дела и все. И любой мастер — это буквально два слова, и на этом все. Вот. Но карате вне дзена, вне тхьяны, вне чань, то есть чань-буддизма, невозможно. Понимаете, вот эти восточные единоборства связаны с религиозной традицией и погружением не в медитацию, мертвую, дохлую, которую забросили в Европу, а в транс. Давайте представим такую историю. Приходит из Индии Бодхидхарма. Потом вы посмотрите, как этот термин переводится для себя. Человек, который тренировался убивать. И он занимался в группе, которые тренировались убивать.
Это индийская традиция. Понимаете, там совершенно другая ментальность тренинга. И вот этот человек оказывается рядом с храмом Шаолинь. И возникает дзен-буддизм. То есть вместо того буддизма, который был на понятийно-языковом и так далее, поговорим об этом. Вот. Он принес им реальный буддизм. Людям истощенным. После чего это стало местом, откуда начало распространяться единоборство вместе с буддизмом, с культурой буддизма. Вот. И вот в начале 90-х годов у меня небольшой листик, что к нам пришло, что до нас не дошло. Там в тексте смысл. К нам пришло дзю, к нам пришло карате, к нам пришло айки, но не пришло до. А до вне дзена, вне чань, вне тхьяны невозможно. То есть тхьяна, транс, древний, шиваитский транс, из Индии, вместе Бодхидхармы, с его техникой убивать. Оказывается, в Шаолине. И он через эту технику делает людей здоровыми, выводит их из больного состояния, из немощного состояния, непобедимые телом и духом людей. И вот этот каратист, у которого 30-летний уже опыт, я посмотрел видео, он там исполнял кота, все очень умно говорит. Вероятнее всего, он очень хороший мордобойщик, не без этого. Но за 30 лет можно научиться, это уж точно. И абсолютное деревянное исполнение вот этих кота. Понимаете, там нету того, что вот захватывает человека. Просто вот такая физуха и все. И вот эта физуха, он ее поднимает на какую-то вершину, говорит, а там нет никакой духовности. А проблема заключается в том, что ты находишься вне духовности. Духовность вне транса невозможна. И упирается буквально в одни слова. К нам не пришло до. До вне дзена, вне чань, вне тхьяны невозможно. А медитация – это дохлая кошка, которую затянули через забор. Там люди расслабляются. Понимаете, они не научаются разговаривать со своим телом и не слышат его.